Май 1953 года. Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей стоят на вершине мира. Под подошвами их ботинок серый известняк, покрытый коркой льда. Они первые люди в истории, достигшие этой точки. Они смотрят вниз, на облака, на Гималаи, на изогнутый горизонт Земли. Но они не смотрят себе под ноги. А зря. Потому что камень, на котором они стоят, хранит в себе нечто, способное перевернуть само представление о том, что такое гора, что такое море и что такое вообще твердая земля под ногами. В 1924 году, еще до первого восхождения, геолог Ноэль Адель поднял с горного склона на высоте 7000 метров обычный с виду камень. Он посмотрел на него внимательнее и замер. В породе отчетливо читались спирали, раковины, морские беспозвоночные, вымершие сотни миллионов лет назад. Адель держал в руках кусок океанского дна, на высоте, где самолеты летают на пределе возможного. Это не аномалия. Это не случайный занос. Сегодня геологи знают, весь известняковый пояс Эвереста, так называемый «желтый пояс», это буквально спрессованные останки морских организмов. Трилобиты, аммониты, кораллы, морские лилии. Существа, которые никогда не видели солнечного света, только давление воды и тьму на дне древнего океана. Представь себе, ты стоишь на вершине мира, 8848 метров. Кислорода – треть от нормы. Температура – -40. И прямо у тебя под ногами дно океана, которого больше нет. Но вот где все перестает иметь смысл? Эверест – это не исключение. Это не геологический курьез. Это одно из 6 мест на планете, где горы хранят в себе память об исчезнувших морях. 6 точек, разбросанных по всем континентам. 6 доказательств того, что мир под нашими ногами не то, чем кажется. И каждое из этих мест задает один и тот же вопрос. Если это когда-то было дном, что будет с тем, на чем стоим мы сейчас? 200 миллионов лет назад карта мира выглядела так, что ее не узнал бы ни один человек. Не было Индии, не было Гималаев, не было Средиземного моря. Вместо всего этого огромный теплый океан, простиравшийся от того, что сейчас называется Испанией, до того, что сейчас называется Индонезией. Океан шириной в несколько тысяч километров, глубиной до 5 километров, с коралловыми рифами, с косяками существ, которым нет названия в современных учебниках зоологии. Геологи назвали его Тетис, в честь греческой богини моря. Тетис жил долго, очень долго, почти 150 миллионов лет, а потом начал умирать. Индийский субконтинент, огромный кусок суши, который сейчас составляет южную часть Азии, в то время был отдельным островом. Он дрейфовал на север. Медленно, со скоростью нескольких сантиметров в год, примерно так же быстро растут ногти на руках. Но за миллионы лет эти сантиметры превращаются в тысячи километров. 50 миллионов лет назад Индия столкнулась с Евразией. Представь себе, 2 грузовика на полной скорости. Только вместо грузовиков – континенты. Вместо секунд – миллионы лет. И вместо металлолома – горные хребты высотой почти 9 километров. Дно океана Тетис некуда было деваться. Оно не могло уйти вниз, там уже была порода. Оно не могло уйти в стороны, давление шло со всех сторон. И оно пошло вверх. Медленно, неостановимо, миллиметр за миллиметром, морское дно начало превращаться в горы. Именно поэтому на вершине Эвереста лежат раковины. Не потому, что там когда-то было наводнение, не потому, что море поднялось, а потому что само дно моря поднялось, вместе со всем, что на нем жило и умирало миллионы лет. Но Тетис исчез не бесследно. Он оставил метки. В 6 местах на планете, в камне, в породе, в окаменелостях на высотах, где не должно быть ничего, кроме ветра и снега. И здесь история принимает совершенно другой оборот. 1999 год. Американский геолог Джон Хокер ползет по склону Эвереста на высоте 8000 метров. Не к вершине, в сторону. Туда, где в серой скале проступает темная полоса. Желтый пояс, так альпинисты называют этот слой известняка,
который опоясывает гору чуть ниже вершины. Хокер отбивает молотком кусок породы, кладет в рюкзак, спускается. В лаборатории он рассматривает скол под лупой и находит то, что искал, и одновременно то, что не перестает его поражать, сколько бы раз он это не видел. Криноиды, морские лилии. Существа, похожие на цветы, которые крепились ко дну океана стеблем и фильтровали воду щупальцами. Они жили здесь, на том, что сейчас является высочайшей точкой планеты, около 480 миллионов лет назад. Когда на суше еще не было ни одного позвоночного животного. Когда вся жизнь на Земле была сосредоточена в море. Официальная версия говорит, все это объясняется тектоникой плит. Стандартная наука. Ничего удивительного. Но вот что официальные таблички не спешат уточнять. Желтый пояс Эвереста – это не просто слой с окаменелостями. Это перевернутый слой. Геологи обнаружили, что породы в этой части горы залегают в обратном порядке. Более древние слои оказались поверх молодых. Это называется тектоническим надвигом. Давление столкновения плит было настолько чудовищным, что буквально вывернуло геологическую летопись наизнанку. Представь себе книгу, в которой последняя страница оказалась первой. Теперь представь, что эта книга весит несколько триллионов тонн и поднята на высоту 8 километров. И это еще не все. Гималаи не остановились. Индийская плита продолжает двигаться на север, прямо сейчас, в эту секунду. Эверест растет примерно на 4 миллиметра в год. Одновременно с этим эрозия, ветер, лед, вода стачивает его примерно настолько же. Гора существует в состоянии постоянного баланса между ростом и разрушением. Но следующая загадка делает все предыдущее просто вступлением. Потому что Гималаи – это только одно из 6 мест. И следующее находится там, где меньше всего ожидаешь найти следы тропического моря. Швейцария. Кантон Гларус. 1841 год. Молодой шотландский геолог Арнольд Эшер фон дер Линд поднимается по альпийскому склону и останавливается перед скальной стеной. Он смотрит на нее долго. Потом достает блокнот и записывает то, что видит. Но когда он возвращается в Эдинбург и показывает записи коллегам, ему не верят. Более того, над ним смеются. То, что он описал, противоречило всем известным законам геологии. Он видел старые породы поверх молодых, причем не в небольшом масштабе, на протяжении десятков километров. Как будто кто-то взял огромный пласт древней земли и положил его сверху на более молодую породу, как скатерть на стол. Только скатерть весила несколько миллиардов тонн. Геологи назвали это Гларнским надвигом. Сегодня это одна из самых известных тектонических структур в мире. Но то, что прячется внутри этих альпийских пород, не менее поразительно, чем сама структура. В камне Альп – кораллы. Не просто следы кораллов. Целые рифовые системы, спрессованные в породу. Морские ежи, аммониты диаметром больше метра. Останки морских рептилий, ихтиозавров и плезиозавров, которые охотились в теплом мелководном море, покрывавшем эту территорию в юрском периоде. 200 миллионов лет назад на месте Швейцарии, Австрии и Северной Италии плескалось тропическое море с температурой воды выше 25 градусов. Представь себе, ты едешь на горнолыжный курорт в Санкт-Морец, смотришь на белые вершины и понимаешь, что прямо внутри этих гор, в нескольких метрах от тебя, в камне застыли коралловые рифы тропического моря. Тепло, которое исчезло 200 миллионов лет назад и осталось здесь навсегда. Но официальная наука делает здесь любопытную оговорку. Альпы образовались иначе, чем Гималаи. Там столкнулись два континента. Здесь континент поглотил океанское дно. Африканская плита медленно подползала под европейскую, и морское дно Тетиса не поднималось, оно соскребалось, как масло с хлеба. И эти соскобленные слои с кораллами, с рифами, с остатками морских существ громоздились друг на друга, образуя то, что мы сейчас называем Альпами. Два разных механизма, один и тот же результат – горы из морского дна. То, что обнаружили дальше, не укладывается в голове.
Потому что следующее место на нашей карте — это горы, которые старше самого Тетиса. Горы, которые были морем не один раз, а дважды. Штат Западная Вирджиния, 1984 год. Палеонтолог Дональд Брикс разрезает обычный серый сланец, поднятый с горного склона Апалачий. Порода раскалывается точно по плоскости, и на свежем сколе проступает отпечаток. Четкий, детальный. Существо с панцирем, с клешнями, с длинным хвостовым шипом. Морской скорпион. Юриптерус. Хищник Девонского моря, вымерший 370 миллионов лет назад. Здесь, в горах, на высоте нескольких сотен метров над уровнем моря, в самом сердце восточного побережья Америки. Апалачи – одни из старейших гор на планете. Им от 300 до 480 миллионов лет. Для сравнения, когда Апалачи только формировались, Гималаев не существовало даже в проекте. Динозавры еще не появились. На суше только-только начинали выползать первые земноводные. И вот что делает Апалачи особенными. Они были морем не один раз. Первый раз в Кембрийском периоде, около 500 миллионов лет назад. Тогда здесь плескался океан Епетус, предшественник Атлантического. Он закрылся, когда Северная Америка столкнулась с Европой и Африкой, образовав суперконтинент Пангею. Морское дно поднялось, стало горами. Горы за миллионы лет были срыты эрозией почти до основания. Потом Пангея раскололась. Атлантический океан начал расширяться. И снова море, снова осадки, снова морские существа, оседающие на дно. Потом снова горы. Представь себе, один и тот же кусок земли дважды уходил под воду и дважды поднимался обратно, как поплавок. Только поплавок размером с небольшой континент. Официальная геология объясняет это циклами Вильсона, повторяющимися эпохами открытия и закрытия океанов. Теория стройная и признанная, но она порождает вопрос, на который наука отвечает уклончиво. Если Апалачи прошли через два таких цикла, сколько циклов прошла остальная суша? И является ли вообще то, что мы называем твердой землей, чем-то постоянным? Если вы думали, что это странно, подождите. Потому что следующее место на нашей карте находится в Южной Америке. И там морские окаменелости нашел человек, который потом изменил представление всего человечества о жизни на Земле. Он нашел их. И они изменили не только его теорию. Они изменили его самого. Чили. 1835 год. Чарльз Дарвин поднимается в Анды в составе экспедиции на корабле «Бигль». Он еще не написал происхождение видов. Он еще не тот Дарвин, которого знает весь мир. На высоте около 4000 метров он останавливается. В скале перед ним – ракушки. Морские двустворчатые моллюски. Целый пласт, вмурованный в андийский камень на высоте, куда не добирается ни одна морская волна. Дарвин записывает в дневнике: «Я нашел несколько ракушек на высоте 13 тысяч футов». 13 тысяч футов – почти 4 километра. Он не может этого объяснить. Но он не отмахивается от находки. Он думает о ней долго. Очень долго. Именно эти ракушки в андийском камне станут одним из кирпичей в фундаменте его теории. Если Земля поднимается, значит она меняется. Если Земля меняется, значит меняется и жизнь на ней. Морские существа на вершине горы и живые существа на разных островах связаны одной идеей. Ничто не остается неизменным. Но находки Дарвина – это только начало андийской истории. В 1990-х годах палеонтологи в боливийском регионе Тария на высоте 3500 метров обнаружили нечто другое. Не просто ракушки. Целое кладбище морских существ. Акульи зубы, позвонки морских рептилий, панцири морских черепах. Все это залегало в породе аккуратными слоями, как страницы книги. Каждый слой – отдельная эпоха, отдельное море, отдельный мир. Представь себе, 4 километра над уровнем моря. Вокруг – сухой горный воздух, красноватые скалы, редкая растительность. И в камне под ногами – акульи зубы. Не один, не два, сотни. Существа, которые никогда не должны были оказаться здесь.
застывшие в породе на высоте, где сегодня задыхаются нетренированные люди. Официальная наука объясняет это поднятием Андийского Нагорья, процессом, который шел последние 25 миллионов лет и продолжается до сих пор. Субдукция – Тихоокеанская плита уходит под южноамериканскую, толкая ее вверх. Механизм понятный и задокументированный. Но вот что официальные объяснения оставляют за кадром. Скорость поднятия Анд в последние несколько миллионов лет оказалась в 2-3 раза выше, чем предсказывали модели. Горы росли быстрее, чем должны были. Почему? До сих пор предмет споров среди геологов. Одни говорят о расслоении нижней коры, другие – о резком изменении угла субдукции. Третьи пожимают плечами. И здесь история принимает совершенно другой оборот. Потому что следующее место – это не отдельная гора и не отдельный хребет. Это целое плато. Самое высокое на планете. Территория размером с Западную Европу, и все это целиком, от края до края, когда-то лежало на дне океана. Тибет. Высота 4500 метров над уровнем моря. Средняя высота не вершин, не пиков, а просто поверхности. Плато, на котором стоят города, ездят грузовики, пасут яков. Самая высокая жилая территория на планете. И вся она, от горизонта до горизонта, бывшее морское дно. В 1970-х годах китайские геологи начали систематическое бурение тибетской породы. То, что они извлекали из скважин, повергало в молчание даже видавших виды специалистов. На глубине нескольких десятков метров под поверхностью плато шли сплошные морские осадки. Фораминиферы – микроскопические морские организмы с известковыми раковинами. Радиолярии – остатки планктона, который жил в открытом океане на глубине нескольких сотен метров. Не мелководье, не прибрежная зона, открытый океан. Тибетское Нагорье – это поднятое дно открытого океана Тетис. Вся площадь плато – около 2,5 миллионов квадратных километров. Для сравнения, это больше, чем Западная Европа целиком. И все это пространство когда-то находилось под толщей океанской воды. Представь себе, ты едешь на джипе по тибетскому плато. Вокруг бескрайняя равнина, коричневато-охристая, продуваемая ледяным ветром. Вдали снежные пики. И под каждым квадратным метром этой равнины спрессованные останки миллиардов морских существ. Планктон, который умер здесь 100 миллионов лет назад. Просто тогда здесь было на 4,5 километра ниже. Но у Тибета есть особенность, которую официальная наука признает и одновременно не может объяснить до конца. На плато есть озера. Много озер. И часть из них соленые. Не слабо соленые, как бывает в бесточных котловинах. По-настоящему соленые, с концентрацией близкой к морской воде. Это реликтовые водоемы. Остатки океана Тетис, запечатанные среди гор. Море, которое не смогло уйти полностью. Оно осталось здесь, маленькими осколками на высоте 4,5 километров, окруженное горами из собственного же дна. Если вы думали, что это странно, подождите. Потому что последнее место в нашем списке находится не в Азии и не в Америке. Оно прямо на границе Европы и Азии. И окаменелости, которые находят здесь, совпадают с находками на 3 разных континентах. Это означает только одно. Когда-то эти континенты были берегами одного океана. Океана, от которого сегодня осталось только имя. И горы, которые выросли на его месте. Уральские горы. Один из старейших горных хребтов на планете. Им около 350 миллионов лет. Они настолько древние, что за это время успели почти полностью сточиться. Когда-то они были выше Гималаев. Сейчас их средняя высота едва достигает 1000 метров. Урал – это скелет горного хребта. Все мягкое давно смыто веками дождей и ветра. Но скелет хранит память. В уральских породах находят окаменелости брахиопод, морских организмов, похожих на двустворчатых моллюсков. Фузулинид, вымерших морских простейших с известковым панцирем. Криноидов, тех самых морских лилий, что нашли на Эвересте. Но вот что делает уральские находки особенными? Идентичные окаменелости тех же видов, того же возраста, обнаружены в Марокко, в Бразилии,
В Антарктиде. Один вид, 3 континента, разделенные сегодня тысячами километров океана. Это означает только одно. Когда эти существа были живы, никаких океанов между этими континентами не было. Был один берег, одно море. Уральский океан, геологи называют его палеоазиатским, омывал то, что сейчас является Европой, Африкой и Южной Америкой одновременно. Потом Пангея собралась. Океан исчез. Его дно стало Уралом. Представь себе, 6 точек на карте мира. Эверест, Альпы, Апалачи, Анды, Тибет, Урал. Разные континенты, разные эпохи, разные механизмы, но одна история. История о том, что поверхность планеты – это не фундамент. Это поверхность медленно кипящей жидкости, которая движется, переворачивается, поглощает саму себя и выталкивает обратно. То, что сегодня является горой, завтра, через 100 миллионов лет, может оказаться дном. То, что сегодня является океаном, однажды встанет вертикально и упрется в небо. Африканский разлом уже открывается. Через десятки миллионов лет он станет новым океаном, и Восточная Африка станет отдельным континентом. Средиземное море закрывается. Африка движется на север, и через 50 миллионов лет на его месте вырастут горы выше Гималаев. Атлантический океан расширяется на востоке и сужается на западе. Земля не стоит на месте. Она никогда не стояла. И вот вопрос, который стоит задать себе в следующий раз, когда смотришь на гору или на море. Откуда ты знаешь, чем это было раньше и чем это станет потом? Камень под ногами помнит все. Мы — почти ничего.